Здравствуйте, друзья! Совсем немного осталось до Пасхи, и я выполняю свое обещание. Поделка сегодня будет тематическая. Вот в такой пластиковой бутылке я увидела очертания яйца. Нужно было только правильно ее разделать. Лепестки, которые будут формировать донышко будущей шкатулки, можно было просто обрезать через один. Детали будущей шкатулки склеиваем между собой полимерным или горячим клеем. Бумагу будем наклеивать на тот клей, который у вас есть под руками. Это может быть клей для обоев, ПВА, бустилат или просто клейстер, сваренный из муки или крахмала. Слоев бумаги нужно сделать несколько, чтобы вся конструкция стала жесткой. Теперь мне нужно нижней части шкатулки также придать округлые очертания. Я это делаю с помощью бумажной глины, но можно было использовать фольгу, пленку, скотч, пластилин, все, что попалось под руки.
в этот раз для создания текстуры я решила использовать сухую чайную заварку. Там, где мне нужна тонкая полоска текстурная, я использую клей ПВА, просто потому что он хорошо держит форму и не растекается так, как акриловый лак. Высохшую заварку пропитываю смесью акрилового лака с водой. Это даст дополнительную прочность. Если какие-то места вам покажутся недостаточно хорошо укрытыми, можно на эту же смесь насыпать еще один слой. Поверхность получается забавная, немножко похожая на кокосовую скорлупу. Делаю основание для будущей имитации перегородчатой эмали. Если у вас достаточно твердая рука и в наличии есть акриловый контур, используйте его. Это будет даже проще. Но если вы никогда не работали раньше с контуром или у вас в наличии его нет, тогда нитка может здорово выручить. Тем более, что исправлять возможные ошибки в таком случае намного проще, чем в случае с контуром. По ключевым точкам нитку приклеиваю на клей ПВА, потому что он густой достаточно и не растекается. И потом уже по контуру пропитываю из бутылочки с носиком акриловым лаком. Испытываю еще один рецепт холодного фарфора. Делиться не буду, он не устроил меня полностью. То есть он недорогой, он хорошо лепится, но он трескается. И применение его поэтому достаточно ограничено.
акриловой краской заполняю те зоны, которые у меня будут залиты эмалью, чтобы поверхность их была более гладкая. Акриловой же краской или контуром можно наставить еще каких-нибудь точек. Как вы видите, я использую разные материалы, не обращая внимания на цвет, потому что вся шкатулка будет закрыта одним базовым слоем цвета металлик. Аэрозольные акриловые краски все-таки имеют запах, поэтому крашу я обычно такие вещи в картонной коробке, чтобы брызги не летели в разные стороны в подъезде. Пока сохнет краска, сделаю наполнение для нижней части шкатулки. У меня это будет подушечка для иголок. Для того, чтобы придать состаренный вид такой металлической поверхности, обычно применяют специализированные материалы, например, битумный лак, но у меня его нет. Могу поспорить, что у большинства из вас тоже. Поэтому гуашь, вода, акриловый лак. Работать придется шустро, быстро наносим состав и также быстро промакиваем его со всех выпуклых частей. Чтобы сделать текстуру еще более выразительной, прохожусь по выступающим частям сухой кистью с белой акриловой краской. И затем такой же сухой кистью, но уже с краской цвета перламутр. Этой же перламутровой краской заполню все места, где у меня будет эмаль. Наверное, вы уже догадались, что никакой эмали у меня нет. Вода. Капелька гуаши. И немного акрилового лака. Вот такой нехитрый состав будет у нас с вами притворяться эмалью. Основной цвет желтый. Закрашиваем полностью листок и сразу, пока не высохла эта краска, добавляю по капельке зеленый цвет. Таким образом, чтобы они немного смешались и размылись между собой. При необходимости и при желании можно сделать несколько таких слоев, и от этого они будут становиться более насыщенными. Сын, кстати, раскритиковал цветовое решение и сказал, что на его вкус это бы выглядело намного эффектнее, будь там один темный насыщенный цвет. Красный, синий, зеленый. В следующий раз обязательно попробую. В верхнюю часть шкатулки можно закрепить подушечку, в которой будут храниться булавки, но мне больше нравится такой мягкий браслет.
Если вы решите сделать себе такой же браслет для булавок, очень советую в подушечку вставить какую-то жесткую прокладку, например, кусочек пластика от бутылки. Это здорово защищает руки от уколов булавками. Поскольку эта шкатулка маленького размера, большой уютный браслет туда бы просто не вошел. Поэтому мне пришлось к подушечке пришить просто широкую бельевую резинку. Не очень эстетично, но пользоваться этим все равно удобно. Надеюсь, идея понравилась и кому-то пригодится. А на сегодня спасибо, что зашли. Всего доброго, берегите себя, будьте здоровы и до новых встреч. А мы с Пином сейчас сошьем еще один браслет. У нас есть идея.